Расклад для тех, кто интересуется знаком зодиака Рак и таро-прогнозом на октябрь 2022 года. Если у вас Солнце в Раке, Луна, а также стелиум планет в знаке Рак, вы можете смотреть этот расклад. И мы достаем 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и затрагивает все сферы жизни человека. Итак, что ждет раков в октябре? Первая карта. Не исключено, что вы сами себя посадите в какое-то заточение и будете ограничивать себя в общении с вашим партнером. Может быть, это будет вынужденная мера, а может быть и специальная. Может быть, ваш партнер будет ограничивать вас в каких-то делах. Но, несмотря на это, вы будете делать вид, что все хорошо, что вы веселы и счастливы, но в душе вы как бы будете чувствовать себя не очень вам будет приятно, потому что вы будете чувствовать какие-то ограничения. Особенно это будет сказываться в партнерских отношениях. Может быть, вы будете чувствовать, что вы чересчур закрыты относительно каких-то вопросов. Может быть, не можете познакомиться или не можете как-то дать ответ, правильно построить отношения с вашим партнером. Будете чувствовать себя в безвыходной какой-то ситуации относительно вашего любимого человека, а также относительно партнерских отношений, да, может быть, каких-то деловых отношений с вашими клиентами, в том числе, да, если вы ведете такую работу. Может быть, у вас будет меньше клиентов, может быть, вы по какой-то причине не сможете продолжать такую деятельность, как вы вели раньше. Но мы сейчас еще будем открывать другие карты, и ситуация может проясниться, что здесь может быть. Второй сектор денег, финансов, заработка, да. Здесь я вижу, что тоже может быть возникать какие-то проблемы. Возможно, те деньги, на которые вы надеялись, вы по какой-то причине не сможете получить. Либо, особенно, если вы ждали денег от вашего партнера, кто-то от спонсора, да, кто-то содержал вас, как-то помогал финансово. Здесь тоже будет либо меньше, чем вы думали, либо как-то вообще могут вам даже отказать в финансовых вопросах. Главное здесь не проявлять излишнюю самонадеянность в тратах, в покупке каких-то вещей, которые вам, может быть, в последующем не нужны. Например, это может быть покупка чего-то дорогого ради того, чтобы показать свой престиж, чтобы похвастаться перед другими людьми, но в итоге со временем вы можете понять, что это вам было не нужно совершенно. И опрофаниться таким образом, да. Здесь мы видим короля, который упал с трона, и шут показывает ему в зеркале, как он выглядит на самом деле со стороны. Хорошая карта такой приятной работы, как бы гармонии в работе, да. И вот здесь с вашим окружением, людьми близкими, не обязательно, в том числе и далекими тоже. Все-таки это у нас сектор такого общения. У вас может быть какая-то гармония. Не исключено, что вы будете взаимосвязь хорошую иметь с вашими братьями, сестрами, с какими-то, может быть, иностранными даже партнерами. Да? Здесь мы видим Нептун в рыбах, а это какая-то далекие места. Может быть, кто-то даже решится на работу в далеких странах, или как-то будете вы думать, мечтать о каких-то новых поездках, даже планировать, да, куда-то далеко. Это может быть какая-то работа по развитию своего внутреннего «я», работа с самосознанием, либо как-то вот это ваша ежедневная рутинная работа, которую вы выполняете в общении, там, в чтении каких-то книг, любая информация, она будет как-то перерабатываться вами особым образом. Может быть, это будет чтение даже духовной литературы какой-то. Но вообще карта благоприятная. Здесь вы как бы вроде бы и обычную работу, реальную работу выполняете, да, здесь девушка работает в саду, но при этом мысли у нее где-то далеко. И здесь можно, наверное, тоже сказать, что в каких-то ваших повседневных делах вы будете уходить от действительности и уходить в себя, либо ваша работа, может быть, как-то вас навевать на такие мысли. Но приятно. Это приятные дела, заботы, приятное общение с людьми по интересам. Даже это может говорить о каких-то вещих снах,
Может быть, кто-то верит там в ангелах-хранителях, да, вот что-то такое как-то откроется вам, Вселенная, ее тайны, потусторонний мир и так далее. Ну, для тех, у кого это актуально, конечно же. Интересный сектор выпадает здесь, да, в этом секторе интересная карта, я хотела сказать, и мы здесь уже видели такую клетку, и опять это может быть связано с партнерскими отношениями. Либо партнер как-то ограничивает вас, либо вы ограничиваете вашего партнера. Что здесь? Ну, здесь могут быть, конечно, разные варианты. Например, у кого-то партнер может оказаться старше вас по возрасту, и это может вносить именно в октябре какой-то диссонанс в ваше общение. Может быть, у вас уменьшится число поклонников, да, до этого, например, было много разных, а сейчас вам либо нужно будет выбрать одного, либо просто вот, не знаю, по какой-то причине это будет меньше партнеров, меньше клиентов, кстати, у кого-то будет. Но здесь вот на этой карте, например, она говорит о любви, но такой собственнической любви, когда мы хотим партнера только для нас. Карта также может говорить о том, что ваш партнер не хочет, например, чтобы вы работали, он хочет, чтобы вы занимались домашней деятельностью, как-то, ну, ревнует вас, может быть, к вашим рабочим успехам. Вот такие моменты могут возникать. Но в то же время эта клетка золотая, то есть партнер может говорить вам, что он обеспечит вам, что вам не стоит работать, не стоит как-то растрачивать свою энергию на другие места. А может быть, просто из-за его работы так будет складываться как-то обстоятельства, да, что вы сфокусируетесь на вашем партнере, вам нужна будет его поддержка. Ну, как бы здесь много времени будете проводить больше в семье. Ну и, конечно, наоборот, тоже эта карта может быть, когда вы работаете и как-то ваш партнер слишком вас, слишком собственнические такие инстинкты по тельцу, да, телец, здесь у нас Венера в тельце, Венера в весах. Это когда много любви такой, что прямо даже, ну, никому не хочется, чтобы на вас даже никто смотрел, да, чтобы вы были только для него. Ну, вот такое. И вы будете подчиняться, я думаю, что вы будете слушать вашего партнера, как и в этой карте тоже. Вы будете послушно как бы следовать его мыслям, его желаниям. Ну или если вы тот самый партнер, который ограничивает своего другого партнера, вы найдете в этом согласие, но знаете, что это как бы несколько расстраивает вашу вторую половину. А что у нас в секторе творчества? В секторе творчества карта, которая обещает какие-то новые веяния, новые идеи, отказ даже, возможно, от каких-то старых стереотипов, старого бизнеса, старых каких-то своих привычек или хобби. Возможно, вам захочется чего-то новенького, обновления. Если, например, вы занимались какой-то деятельностью в паре с кем-то, особенно с партнером вашим, как любовным, так и, возможно, с кем-то из друзей, между вами наступит какой-то, раскол, не то чтобы раскол, а недопонимание, либо просто вот именно на период октября вы захотите заняться чем-то другим. И несмотря на все попытки партнера вас как-то вернуть обратно в эти дела, вы даже не сможете его слушать, потому что ваши мысли могут быть заняты чем-то другим. Но, конечно, это могут быть для кого-то и романтические увлечения. Может быть, в общем-то, поэтому ваш партнер и захочет посадить вас в какую-то клетку. Хотя так-то, конечно, в раке вам не свойственно, наверное, увлекаться другими людьми, если вы уже заняты, но все может быть. Поэтому здесь и вероятны и такие. Либо вы в ваших каких-то творческих делах будете находиться далеко от партнера, настолько уходить в свое творчество, что он просто не будет вас видеть, или она, да, и ревновать вас будет к вашей деятельности. Опять же, если у вас есть дети, то ваши дети тоже могут находиться совсем на другой волне, вы не сможете до них достучаться, их будет увлекать какое-то новое дело, и они с головой в него могут погружаться. Отход от действительности, да, витание в облаках, потеря почвы под ногами. Это один из самых главных, да, секторов
подсознание, сектор тайн. И здесь у нас опять сатурнианские энергии. Какая-то тяжелая ноша есть на вас, которую вы не можете скинуть. Этот энергия такая, тяжесть, чувство вины, чрезмерные обязательства. И вот это все может вас тяготить, не давать вам развития, подъема быстрого, подъема вверх, да. Это может влиять, кстати, на ваше здоровье тоже в октябре. Здесь у вас могут быть какие-то хронические заболевания, сердечные заболевания, суставы, кости, зубы, вот что-то такое. Ну и, конечно, нужно как-то вам стараться преодолевать вот это вот эти обязанности. Может быть, просто так, конечно, будут складываться обстоятельства, что вы будете вовлечены в какие-то дела, ежедневную рутину. Может быть, вы будете даже не сами, допустим, болеть, а будете ухаживать за каким-то человеком, и это будет непросто, да, как за человеком, так и за домашними животными, например. И это ваш долг, да, выполнить правильно свои обязанности. Поэтому вот это вот чувство долга будет над вами как бы нависать в течение октября, может очень даже. Что нам скажет колода Ленорман? Давайте возьмем 3 карты. Что ждет раков в октябре? Это карта маски, кости и рыбы. Какая-то неопределенность какая-то здесь. И маски, и кости, как кости лягут, да, и рыбы — это тоже какой-то двойной план, глубина, там мы не видим, что на глубине. Относительно многих тем в вашей жизни либо у вас будут не продвигаться какие-то вопросы, да, вы ждали ясности относительно работы, отношений, других каких-то дел, которыми занимались, а ясности никак не может наступить, вы надеетесь на удачу, очень много вы здесь надеетесь на удачу, может быть, на каких-то людей, которые обещают вам чего-то. Может быть, просто вы решили ничего не делать и плывете по течению и ждете, как ситуация сама решится. Вот как она решится, мы можем спросить у колоды Moonology. И это новая луна в знаке Тельца, в знаке Телец. Давайте еще одну карту возьмем. Новая луна затмения. Здесь вы, возможно, хотите уверенности, комфорта, обеспеченности, стабильности, да, но в то же время такое впечатление, что вы ничего для этого не делаете. Либо вы считаете, что вы не способны ничего сейчас сделать. Здесь все в ваших руках, потому что вот это затмение, да, оно может поменять ваши планы. У нас в октябре будет затмение, которое как раз будет находиться на оси Телец-Скорпион. И у раков это затмение затрагивает 5-11 сектор творчества, друзей. Здесь он у нас представлен вот этой картой. И мы видим, что здесь у вас будут какие-то перемены. Может быть, вы поменяете ваши планы, как я уже говорила, хобби, отойдете от каких-то групп, организаций, то есть вам захочется чего-то нового, обновления, но вы, может быть, пока еще сами не будете знать, что именно. И да, вообще-то я могу так сказать, что, наверное, это правильно, если вы выбираете плыть по течению именно в октябре, да, вот по этим картам я тут вам уже предсказывала, рыбы, например. Не стоит, наверное, делать выбор, если вы еще не уверены, да, стоит пробовать какие-то разные, нащупывать там, что вам больше нравится, да, если это связано, например, с вашим творчеством, или, например, ваши дети не могут сделать выбор. Стоит выбирать, стоит ходить в какие-то разные места, знакомиться с другими людьми, но выбор конкретный, возможно, вы сделаете позже, и не обязательно совсем сейчас, потому что сейчас вы можете опираться здесь, конечно, на вашего партнера, потому что я вижу здесь, у кого есть партнерские отношения, это будет складываться хорошо. И вот эта карта «Новая луна затмения», да, говорит о том, что все-таки что-то еще грядет в вашу жизнь, да, какие-то перемены здесь могут быть. И эти перемены, они, возможно, уже даже вами ожидаемы, потому что, скорее всего, вы уже интуитивно чувствуете, в какой сфере жизни
какой сферы жизни это коснется, я вот так могу сказать. Ну, вот такой расклад для вас, раки. Возьмите все самое лучшее, что вы услышали от меня. И я желаю вам прекрасного октября. До новых встреч на моем канале. Всем пока.